Позывной мой «Беларусь». Я офицер Вооруженных сил Донецкой Народной Республики. Из семьи военного так и получилось, что свою жизнь тоже связал с армией, как мой отец. Ну, вообще с детства я занимался спортом, занимался стрельбой, пулевой, занимался стендовой стрельбой. Соответственно, и специальность сама ко мне пришла моя, военная. До 2014 года я служил в одном из подразделений специального назначения Республики Беларусь. На момент 2014 года как бы уже осознанно приехал на Донбасс, что как бы я просто не мог сидеть на месте, наблюдать все это происходящее. Решил такой поступок совершить, приехать, помочь, чем, как говорится, чем могу. Я снайпер. Основная моя работа заключается, сейчас я больше переключился на обучение парней, которые из числа резервистов, чтобы максимально их за короткие сроки, насколько это возможно, передать им свой опыт. Потому что у противника все меняется. Мы сейчас понимаем, что мы воюем не совсем с украинской армией, а что мы воюем сейчас со всей Европой. Куча наемников, представителей США, ну и других европейских стран. Мы занимаемся сбором информации о противнике, при необходимости корректировкой огня. У нас, получается, правую сторону ангара разбита, а вот с левой стороны как раз работает снайпер. То есть один такой какой-то не очень, а вот этот, который на прикрытии снайпер, вот он конкретно маскируется. Его выявить очень тяжело. Просто стрельнуть из себя, выдать выстрелом, это глупо. А если вести наблюдение за противником и предсказывать его действия, это сохранит жизни многих моих товарищей. Как бы это наиболее эффективная работа в этом плане. Тут главное во время обстрела вовремя Светлану убрать. Это в честь моей супруги. Мне так легче с ней. Не так тяжело чувствуется разлука по дому, когда жена с тобой всегда вместе. Сейчас у нас одна задача. Собираемся, едем на позицию. Чуть-чуть отдохнули, опять собираемся, опять едем на позицию. То есть у нас как бы каждый день, в принципе, похож на следующий. Сейчас находимся в данный момент на Авдеевском направлении. Вот. Попросили коллеги отработать снайперскую пару. То есть, как вот разведчики установили, что работает по ходу две пары, слева и справа. Ну, сейчас основная задача выявить сектор, откуда они работают. Ну и будем искать их и уничтожать. В дневное время я работаю с прицелом высокого разрешения. Патроны использую снайперские. В ночное время переставляю вот этот прицел тепловизионный. То есть мы уже работаем в темное время суток с этим прицелом. Работаем результативно. Сдерживаем противника, по крайней мере, на этом направлении. Второй номер мой всегда приходит. Ночью тоже хорошо видит. Да, в принципе, я к Украине-то отношусь нормально, ко всей, и к украинцам, и к украинскому языку, и всегда так как бы себя позиционировал. Но то, что, к сожалению, этой стране не повезло с руководством, не везло изначально, как бы, и в данный момент вообще не везет, совсем все плохо. А народ, который не взял в руки оружие, не пошел воевать, занимается созиданием, сеет хлеб, занимается каким-то производством, ну, нормально, вполне отношусь. Как я могу относиться к украинцам плохо, если у меня жена украинка, сын у меня наполовину украинец? Нормально я отношусь. А отношение к ВСУ отличается от отношения к нацбатам? Честно, мне без разницы, я на нашивки в прицел не смотрю. Что ты думаешь насчет того, что сейчас на Украине героями стали те, кто в годы Великой Отечественной войны воевал против Советского Союза? Естественно, я к этому отношусь отрицательно, потому что я воспитан в Советском Союзе, рожден в Советском Союзе. Для меня героями всегда были Василий Зайцев, Мересьев, маршалы нашей Победы, Жуков, Конев, Рокоссовский. Для меня, у меня герои, как у всего нашего поколения. Гагарин для меня герой.
Ну а то, что они для себя выбрали такой путь, забыли свою историю, им с этим жить. Хочу, чтобы поскорее освободили Донецкую область, чтобы на Донбассе спокойно дети ходили по улицам, гуляли, не боялись взрывов, обстрелов, чтобы у всех людей работа была, уверенность в завтрашнем дне, прежде всего, чтобы было. Вот что я хочу добавить от себя.